Привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео покажу, как сплести елочку из газетных трубочек спиральным плетением узором зигзаг. Точно назвать автора этого узора не могу, но на просторах интернета есть фото мастер-класс этого узора у Елены Леммер, ссылку оставляю в описании. От предыдущих работ у меня остались вот такие зеленые газетные трубочки. Я их кручу из чистой газетной бумаги. Как я это делаю, я показываю в этом видео. Я их еще раз обработала пропиткой с зеленым колером, и лежат они у меня в пакете, чтобы окончательно не высохли. В этом видео я показываю, как и какой пропиткой я их обрабатываю. Форму для елочки я сделала сама. В виде вот такого конуса из плотной акварельной бумаги. Наполнителем внутри служит смятая бумага, камушки для утяжеления, и все зафиксировано малярным скотчем. Начинаю работу. Выкладываю трубочки крест-накрест звездочкой и фиксирую это место малярным скотчем, чтобы это ничего не двигалось. Немного сминаю основание у трубочек и ставлю форму прямо посередине этой заготовки. В идеале форму лучше зафиксировать на одном месте, но так как плету на камеру, я этого не делаю. Дополнительную трубочку подставляю к одной из стоек и там приклеиваю ее на малярный скотч. Можно и на клей, но я все это буду потом убирать, поэтому сейчас все временно фиксирую. И теперь, придерживая форму, начинаю плести так же, как и обычным спиральным плетением. Я немного напомню, как это делается. Беру первую трубочку из нашей образовавшейся пары и укладываю ее на следующую. Таким образом, следующая трубочка становится нижней. Именно ее я беру и укладываю опять же на следующую. И так по кругу. Спиральное плетение в этом плане довольно легко плетется. Каждый раз трубочка укладывается на следующую, следующая становится нижней, и эту нижнюю мы опять же укладываем на следующую. Когда мы уже проплели несколько рядов, чтобы не запутаться, важно замечать. Мы укладываем трубочку на следующую, следующий виток, и оттуда берем уже нижнюю трубочку, укладываем на следующий виток. И далее все это повторяется по кругу. Наращиваю трубочки я между витками в этом месте. Пробовала и в других местах. На сгибе, например, это не очень хорошо, а прямо рядом с самим сгибом тоже можно, но мне не очень понравилось, поэтому я выбираю такой вариант. И теперь формируем зигзаг. Внимательно следите за трубочками. Как обычно, трубочку укладываю на следующий виток. Здесь, чтобы не мешало, фиксирую прищепкой. И где она была уложена на витке, там делаю поворот в обратную сторону уже нижней трубочкой. И теперь также по кругу укладываю каждую нижнюю трубочку на следующий виток, только в обратном направлении. И там, где у нас начало формирования зигзага, также эту трубочку поворачиваем назад и укладываем на виток и плетем влево, как обычное спиральное плетение. Плетем следующие ряды, место перехода у нас видно, но не выделяется на общем фоне. Я специально не сильно увеличиваю скорость, чтобы начинающие могли все понять и повторить.
Теперь снова делаем переход. Вот место нашего предыдущего перехода, и там, где мы сейчас уложили трубочку на виток, в этом месте берем нижнюю трубочку и ее поворачиваем в обратную сторону, вправо, и укладываем на следующий виток справа. Вот так выглядит сейчас плетение и расположение трубочек. Плетем уже вправо. Здесь в начале перехода главное не запутаться с трубочками. Моя вина тут, и я их не пометила, чтобы можно было лучше ориентироваться вам. Сложно порой рассказать на словах, поэтому нужно брать трубочки и плести вместе со мной на видео. Здесь снова делаем переход, разворот в обратную сторону. Не запутайтесь, подходя к началу ряда. Помните, что трубочку укладываем на виток и берем именно с этого места нижнюю трубочку и укладываем на следующий виток. Делаем последний разворот, тут уже узко, поэтому последний, потом будет очень неудобно. Делаю разворот и плету вправо. Вот что у нас получается. Зигзаг прорисовывается, уже отлично. Плету верхушку и заужаю по форме. Если становится очень неудобно плести таким спиральным плетением, я поднимаю трубочки и одной из них оборачиваю остальные. Обрезаю лишнее, чтобы было постепенное утоньшение. Докручиваю верхушку, лучше здесь вставить проволоку, тогда можно из этой верхушки сделать разные интересные завитки. Но тут для меня это не важно, главное в этом видео показать сам узор. Теперь вытаскиваю форму, обрезаю все.
Наношу на елочку патину белой эмалью для радиаторов с помощью губки, а потом уже ее лакирую. Еще я сплела вот такую круглую подставку для елочки, это обычное круглое дно с загибкой простой, ставила трубочку и сейчас этой трубочкой как бы пришиваю елочку к подставке, захватываю буквально первые ряды. Здесь на видео я показываю всего лишь принцип, вне камеры сделаю это чуть поаккуратнее, ну а вы думайте и решайте сами, как вам удобнее это все выполнить. И вот что у нас получилось. Симпатичная елочка и довольно интересный узор. Я еще сверху эту елочку попрыскала вот таким спреем серебро для декора, покупала его в фикс-прайсе. Интересный эффект получился, немного серебристым отдает, к сожалению, на камеру не особо это видно. Обязательно напишите ваше мнение в комментариях, понравилось ли вам видео, сам узор и было ли все понятно. А еще напишите в комментариях, какая елочка у вас будет в этом году, живая или какая-нибудь плетеная. Мне будет очень интересно почитать. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и смотрите новые видео первыми. Желаю вам вдохновения, с наступающим, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!